We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings. Всем привет, меня зовут Мила, я рада приветствовать вас на своем канале. И в эти предновогодние дни я хочу поделиться с вами одной очень интересной, уютной и по-настоящему новогодней идеей. Сегодня мы будем создавать с вами камин своими руками в обычной квартире. Сразу скажу, что делать это достаточно легко. На материалы я затратила всего лишь 300 рублей, а по времени у меня ушло 3 дня, но это с учетом того, что я не занималась одним камином, а просто делала его в удовольствие. Поэтому, если вы, так же как и я, вдохновлены и хотите придумать какой-то уголок тепла и уюта в предвкушении Нового года, рядом с которым вы будете проводить домашние фотосессии, пить ароматные, теплые, согревающие напитки, оставайтесь со мной и досматривайте этот ролик до конца. Я записывала для вас каждый этап подробно, давайте смотреть. Для приготовления камина мне потребуется пенополистирол. Можно, конечно, делать его и из картона, но я купила сегодня в Leroy Merlin 5 вот таких листов. Размер их составляет 60 на 120 сантиметров, толщина 3 сантиметра. Каждый лист стоимостью 30 рублей. То есть эти 5 листов у меня вышли в 150 рублей. Дальше. Также мне потребуется краска белая акриловая для наружных и внутренних работ, матовая и обязательно, чтобы она была без запаха. Также мне потребуются салфетки, либо туалетная бумага, это потом уже будет в финальном этапе декорирования. Конечно же, линейка, желательно разные линейки. Я приготовила вот такой большой уровень, который остался у меня после ремонта. Рулетка, возможно, пригодится. Клей. Клей я буду использовать момент для начала, потом, если потребуется, еще буду докупать. На всякий случай положила скотч, малярный скотч, ножницы, канцелярский нож и клей ПВА. Ну, естественно, картон. Потом буду по этапам показывать вам, что из картона нам потребуется. На бумаге я сделала раскладку, как я буду вырезать соответствующие детали. Сейчас я вставлю вам на некоторое время эту раскладку, и, для того, чтобы вы могли нажать на паузу и посмотреть. Также я тут прикидывала уже разные варианты, чертила сам камин, чертила примерную раскладку, но все-таки решила, что раскладку буду делать кирпичиков, когда уже соберу каркас. Давайте начнем работать, начнем вырезать, измерять. Сейчас самый сложный этап, когда нужно именно все расчертить, все размерить, чтобы, как говорится, ничего не выбросить. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Вот и все. Все основные детали я уже вырезала. Так выглядит камин после сборки. Я закончила ее, потратила, не скажу, что много времени на это. Единственной моей неудачей и удивлением было то, что клей универсальный момент кристалл, он плавит вот этот пенополистирол, поэтому от него пришлось отказаться. И мне на выручку пришел малярный скотч, с помощью которого я соединяла все стыки, как-то пыталась укрепить конструкции. И еще я не прикрепила его к подставке. И с учетом того, что камин у меня будет стоять рядом с плинтусом, я буду его монтировать следующим образом. То есть, чтобы он был вплотную к стене, вот так будет идти подставка под камин, и немножечко будет углубляться ближе к стене камин. Сегодня мне папа предложил дать попробовать вот этот клей момент монтаж. Здесь как раз-таки в описании, в инструкции написано, что пенопласт, пенополистирол. Поэтому будем клеить сейчас. Сейчас моя задача заключается в следующем. Я приготовила картон, это только часть картона. Вторая часть у меня еще на балконе, и мне надо готовить кирпичики, которыми будут как раз-таки декорироваться. И по поводу раскладки лучше подумать заранее, до того момента, когда вы начнете вырезать кирпичи, для того, чтобы уже понимать и представлять, как это все будет выглядеть. До укладки кирпичей я решила сделать молдинги на камине вот так вдоль топки. И вот такой
Эти молдинги я также покупала в Леруа Мерлен, и стоили они, по-моему, каждый то 10, то 12 рублей. Длина 18,5 сантиметров. Ну, я говорю, опять-таки, это все можно еще будет подрезать, подгонять. То есть вот так у меня выглядят большие кирпичи, вот так половинки. Я делаю еще, учитываю то, что у меня еще будет шовчик, который нужно создавать вот здесь. То есть, соответственно, эти должны быть все равно меньше по размеру. Я приклеила камин к основанию, и поэтому, видите, сейчас немного положила коробки из-под обуви для того, чтобы, ну, небольшой груз создать, чтобы все-таки это все стремилось вниз. И начала уже делать раскладку. То есть вот вырезала кирпичи, попробовала разложить. Ну, в принципе, мне нравится. А смотрите, здесь я сделала раскладку уже в фасадной части камина. Ну, вот это я вам показывала, а здесь я придумала вот так сделать кладку, то есть, и мне даже, ну, это очень понравилось, мне кажется, неплохо выглядит вполне себе. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Итак, я закончила обкладку кирпичами камина, и вот так это уже выглядит. Вот эти части я не стала выкладывать принципиально, потому что, во-первых, у меня закончился картон, и уже мне как-то захотелось их оставить ровными. Я буду их сейчас также еще дорабатывать и красить потом. А здесь я сделала под розетку вот такой потайной кирпичик, приклеила его наполовину, и вот как раз-таки здесь у меня будет плотно вставать к стене, сюда вставляться гирлянда, которую я планирую здесь поместить, и вот так будет, грубо говоря, закрываться розетка и сама вилка от розетки. Сейчас у меня следующий этап. Я подготовила уже все для него. Здесь клей ПВА, который я, наверное, скорее всего буду разводить водой, поэтому тоже принесла воду. Мисочка, в которой я буду разводить клей. Кисточка взяла, знаете, такую побольше кисть, не обычную, как вот детскую, а вот эту вот такую малярную, грубо говоря. И салфетки. Салфетки я уже вот так приготовила, разложила. Сначала я решила использовать вот такие бумажные полотенца, но потом побоялась, что вот этот рисунок как раз-таки останется. Мне же нужен эффект старины на кирпичах. Мне кажется, это как раз-таки то, что нужно. И я салфетки эти простые, очень дешевые, однослойные. Я боюсь, что мне надо будет, правда, сделать в 2, может быть, в 3 слоя. Сейчас начну покрывать это клеем ПВА, сверху салфетку и, ну, в общем, все это вот так вот делать. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Так выглядит камин после обработки его салфетками и клеем ПВА. Он немножечко стал желтенький, и это уже финальная стадия перед его покраской акриловой эмалью. Сейчас я полностью готова к этому. Беру баночку акриловой эмали и начинаю красить. Вот и все, я закончила покраску камина, он уже высох. Кстати, эта краска сохнет очень быстро, мне даже потребовалось, ну, буквально 2-3 часа. И мне нравится, как он выглядит сейчас. Посмотрите, я совсем не пожалела, что заморочилась салфетками. Смотрится как текстура старых таких действительно кирпичей, которые уже уложены не 1 год в камине. И эффект затертости какой-то присутствует. Ну, такая у меня светодиодная гирлянда, она с желтым свечением. Мне очень нравится. При желании можно дополнить еще свечами. Мы будем еще декорировать с вами отдельно сам камин. Я просто хочу вот этот провод, который у меня так вот выпирает, покрасить этой же краской в белый цвет, для того, чтобы он не выделялся. И, ну, вот здесь вот огрехи, которые у меня произошли при прорезывании камина, тоже так вот закрасить белым. И, ну, в принципе, мы так это все и оставим. И как вы видите, создать камин совсем не трудно, нужно всего лишь хорошее настроение и немножечко вдохновения. Украсить можно чем угодно, поскольку мой камин белого цвета, я старалась все-таки соблюдать бело-красную тональность, но добавляла цветные нотки. Все, чем я украсила камин, было у меня дома, ничего дополнительно я не докупала для того, чтобы создать
вот этот огонь в топке камина, я просто сходила на улицу, нашла там обыкновенные ветки, уложила их вот таким домиком и сверху расположила гирлянду с теплым свечением. Если идея с камином вам понравилась, то поставьте, пожалуйста, лайк под видео. Мне будет также приятно читать ваши комментарии о том, как вы создавали свои камины. Я же желаю вам всего самого светлого, доброго, теплого, с наступающим Новым году. С вами была Мама Мила. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока. С Новым годом! Good tidings.